Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Как образуются провалы грунта». О как! Наука, дамы и господа, научпоп в кои-то веке. Complex civil engineering problems stem from the interaction Субтитров нету, короче. of water and the Учите язык. ground. It sounds mundane, but there's a good chance you've seen one of these on the news. How's it possible for the ground to simply open up and indiscriminately swallow anything or anyone that happens to be around? I'm Grady, and this is Practical Engineering. On today's episode, we're talking about sinkholes. Ну, канал называется Practical Engineering. Они сейчас будут воспроизводить процессы, которые приводят к проседанию грунта. Ну, мне кажется, это связано с каким-то движением этих подземных вод каких-нибудь там. This video is sponsored in part by Blue Apron. More Вот, точно. on that later. We all know about erosion. This is the process that takes soil and rock from the Earth's crust and moves it somewhere else. And there's a lot Какой-то у него странный фенотип, мне кажется, он расист. of ways this can happen. Wind, landslides, abrasion, and scour. But here's the thing. None of it compares to just the movement of water. Water is the great eroder. If you ever find yourself wondering how did this particular feature of the Earth Короче, это все обусловлено движением воды, как я и предполагал. come to be here? Or why is the ground shaped like so? Or just why are things the way that they are? More often than not, the answer Моя смелая гипотеза оказалась верной. Ну, кстати, есть маргинальная теория, которая гласит о том, что это все карьеры, просто выработка была огромными роутерными экскаваторами, типа пришельцы добывали руду на земле, и поэтому вот эти вот все каньоны, они образовались в результате вот деятельности по выработке руды. Такие видео нам тоже заказывали, они на ютубе висят. Это какие-то криптосаентологи отстаивают вот эту позицию. is pretty much just water. The ability of water to move soil or rock depends on several factors. The faster and more turbulent the flow, the more erosive it is. Larger particles like gravel are more resistant to erosion than small particles like silt or clay. Finally, rather than physical erosion, some materials are soluble in water. Короче, разные материалы, они по-разному реагируют на взаимодействие с водой. То есть кто-то больше подвержен эрозии, а кто-то меньше. Just like sugar or salt, and can be eroded just by dissolving into the groundwater over time. Вот, кстати, вот то, как сейчас показали вот эти кирпичи, вот так выглядит набережная в Гаване. Вот эта знаменитая набережная, которая вдоль северной части Гаваны, где там Карибский залив. Вот там мостовая, она вот так вот выглядит. Потому что ее с 59-го года не реконструировали никак, потому что у революционного правительства нет ни денег, ни возможностей, чтобы что-то там поменять. Поэтому они просто проедают наследие, значит, до революционной эпохи, когда еще Батиста был. И американская мафия, заработавшая деньги на контрабанде кубинским ромом, она деньги инвестировала в кубинскую экономику. И поэтому у них вот эта набережная, она от старости выглядит вот таким образом. То есть там вот реально такие дырки. В некоторых случаях сквозные. Потому что волны, они в такую погоду ветреную, они перехлестывают заграждения, и, значит, ну, вода попадает на саму набережную, и поэтому ну и, соответственно, эти процессы, они происходили много-много лет, с 59-го года, то есть там ничего не меняли абсолютно, вот эти бетонные плиты, и поэтому, значит, вот все таким образом выглядит. А в некоторых местах там видно, значит, эти ржавые установки зенитных орудий, которые во времена Кастро устанавливали для того, чтобы остановить вторжение со стороны американцев. То есть если американцы попытаются высадиться на Кубе, значит, свергнуть режим социалистический, что вот эти зенитные установки, они должны были там сбивать эти самолеты американские. А пикантности ситуации добавляет то, что там на этой набережной расположено огромное здание американского посольства с американским флагом. То есть полнейший сюрреализм, короче. И, по сути, это единственное приличное здание, которое в том районе располагается. Потому что все остальные здания, они полуразвалившиеся какие-то. Потому что, по сути, это виллы времен еще дореволюционных. То есть богатые люди, они как бы строили себе дома в таком колониальном стиле, красивые, с колоннами, там, с бассейнами, на берегу. И всякая мафия, еще американская, она строила отели, да. Отели, казино, ну, типа красиво, набережная, море рядом, ну, типа прикольно. А потом к власти пришли Барбудос, Фидель Кастро, они все национализировали, и все как бы казино запретили, владельцев вилл из страны выгнали или репрессировали, в этих виллах, значит, расселили
Не скажу кого, мы не одобряем расизм. В итоге все это, естественно, пришло в негодность. Канализация и электричество прекратили свое существование. Лифты перестали работать в этих зданиях отелей. И, в общем, полный пиздец и разруха. То есть с 59-го года все очень хуево. Ну, а набережная выглядит вот как кирпичики у нас на экране. Вот. Так что, если вы хотите посмотреть на то, как живут люди при боливарианском социализме, добро пожаловать в Гавану. Прекрасный город. By dissolving into the groundwater over time. Most of us think about erosion on the surface of the earth, but erosion can occur in the subsurface as well. In fact, scientists and engineers have a very creative name for... А еще там ходят попрошайки, которые просят типа там «Uno peso, por favor, uno peso». И за деньги предлагают делать всякие нехорошие вещи с членами своих семей. Вот, но тут как бы... Я не знаю вообще, Михаил Светов, он знает о существовании Кубы или нет? Но ему бы там понравилось, конечно. just such a process. Internal А мы такое не одобряем. erosion. If just the right factors come together in the subsurface, some very interesting things can happen, including sinkholes. But let's look at a non-erosive example of groundwater movement first. This is from a video I made before the channel was even called Practical Engineering. Water's flowing from the left side of the demo, under an obstruction, and over to the right. Notice two important things. First, the movement of the water is slow. There's not a lot of open space between all that sand, so it takes time for water to flow through. Second, the sand is confined. Even if it wanted to move, there would be nowhere for it to go. If those two conditions go away, that's when sinkholes happen. Most natural sinkholes occur in areas with large deposits of carbonate rocks like limestone. Over long periods of time, groundwater flowing through the subsurface can dissolve this rock, creating voids and open tunnels. In fact, this is how most caves are formed. These tunnels and voids create a significant change in the character of groundwater flow. First, they allow water to flow quickly, just like it would through a pipe, making it more erosive. Secondly, they create a space for soil to wash away into. With those two conditions, any soil overlying a dissolution feature runs the risk of eroding away from the inside, eventually leading to a sinkhole. Ну, видите, вода размывает почву, и все как бы грунт размывает, и образуются ниши. Not every sinkhole is formed through natural processes. In fact, many of the most famous sinkholes in recent times have been human-created. Just like a cave dissolved into the bedrock can act like a pipe and allow groundwater to carry away soil, an actual pipe can do the same thing. And actual pipes aren't limited to areas with specific geology. If you could take a look into the subsurface of any urban area, you'd see miles and miles of water, sewer, and stormwater drainage pipes. Unfortunately, we can't see into the ground, so I built this demonstration so we can see for ourselves how this works. All it takes is a little bit of settlement or shifting to create an opening in one of these pipes and allow internal erosion to start. I added a gap in my pipe to simulate this effect. Water moving through this pipe is able to dislodge the adjacent soil and carry it away. Notice there's no signal on the surface that anything is awry. As more soil is washed away, the subsurface void grows. Depending on all those soil properties we talked about earlier, this process can take days to years before anyone notices. Many of our subsurface utilities are placed directly below roadways, and the paving often acts as a final bridge above the sinkhole, hiding the void below. It's only a matter of time before everything above is swallowed up. Sinkholes aren't the only problem caused by internal erosion. A specific type of internal erosion called piping is the most common cause of failure for earthen levees and dams, including Teton Dam in Idaho, which killed 11 people and caused billions of dollars of damage when it failed in 1976. Maybe I'll build a piping demo someday for a separate video. Internal erosion can be a natural process, but sometimes sinkholes form due to bad decisions, bad construction, or just bad luck, with human-made infrastructure as well. It's just one of the many complex failure modes that civil engineers have to consider when designing any structure that might interact with water, the great eroder. Thank you for watching, and let me know what you think. Big thanks to Blue Apron for sponsoring this video. We're in the process of moving and just started to get unpacked in the new house. The last thing on my О, у них переезд. mind is going out to buy groceries. Blue Apron delivers all the farm fresh ingredients you need right to your doorstep in exactly the right proportions to create delicious recipes at home. It's essentially just the fun parts of cooking with none of the chore, which is exactly what we needed this week. If that sounds like something you'd be interested in, you can find out for free. The first 100 people that click on the link in the description will get 3 Blue Apron meals with no commitment whatsoever. If you like it, you can sign up for a subscription, and if you don't, hey, you just got 3 free meals shipped right to your doorstep. Again, thank you for watching, and let me know what you think. Ну, видите, в кои-то веке нормальный научпоп, без шауе каких-то. Так, хотя, с другой стороны, со стороны шауе это хорошо, как движение против карательной психиатрии. Так, давайте дальше посмотрим, что нам заказали.